То есть армия не боеготовна. Это армия просто тикток войска условно. За нарушение приказа меня отправили в Зайцево, в пыточный подвал, 72 дня били током. Казняков, в принципе, дезинфицировав, всех ссылали туда. То есть на обнулении. Все. Шторм — это билет в один конец. Мною принято решение военной операции. На самом деле до войны я был вообще максимально аполитичным товарищем. В армии проходил срочную службу 10 лет назад. Да ничего я про нее не думал, по большому счету. Армия и армия. То есть никак к ней не относился, занимался своими делами. Как бы таких особых каких-то ощущений не было. После войны, да, уже начал думать. Вернее, до нее еще, когда началась мобилизация, уже думал, как избежать вообще. Искал варианты, но не получилось. Но все мои мысли об армии исходят из моего личного опыта. Мой личный опыт — это срочная служба, 17-18 год примерно. Надо понимать, что это система, в которой есть люди, находящиеся там десятками уже лет, и которая приучена просто к одному, что нужно давать команды. Причем какие команды, не суть важно. Сам факт, чтобы была имитация бурной деятельности, условно. Все завязано на отчетах, все завязано на показных каких-то вещах. То есть армия не боеготовна. Это армия просто тикток войска условно. Чтобы где-то отсняться, где-то что-то показать, кому-то что-то отстреляться. То есть не обеспечение. Срочники даже в тот момент еще занимались просто черновой работой. То есть это мешки таскать, подмести, убраться, там, кровати застелить. Контрактники вообще недалеко ушли. То есть то же самое практически. Ну, чуть другое к ним отношение, но в целом то же самое. То есть по факту у вас там та армия, да, которая там начислялась несколькими сотнями тысяч людей, это просто не боеготовые люди вообще. То есть у них навыков, как у военнослужащих, нет абсолютно никаких, даже по тем должностям, которые занимают, даже по тем должностям, которые не предполагают там пехоту, штурмовые какие-то действия и так далее. То есть это какие-то там, ну, условно, операторы там и так далее. То есть они тоже не понимают, как их работа устроена. То есть они в целом даже не понимают, что они должны делать. Они занимаются совершенно другими вещами. Строители какие-то, маляры и все. Ну, то есть, поэтому как бы я изначально понимал, что армия РФ это такая очень надутая структура, организация в целом, которая нужна только от того, чтобы люди отмывали бабки на ней. На госзаказах, на техники. Ну и то есть я не воспринимал это даже как армию. То есть это прям такой, мое восприятие армии было это бизнес чей-то. После начала войны мое мнение про армию не то чтобы изменилось, я в целом понимал, что, как любая государственная структура, это отражение нашего общества. Но для меня было странно то, что мы именно вот в эту страну пошли войной. Когда вот непосредственно война началась, и плюс-минус я еще адекватно все оценивал, потому что я был к этому готов. Когда пошли первые новости, это был еще сентябрь 2021 года, когда пошли первые новости от американской разведки, то есть это везде было о том, что Россия готовится напасть на Украину. Ровно тогда же были какие-то учения, насколько я помню, на границах. Это я вот сейчас могу ошибаться, но это вот все в тот же период пошло. И так далее. Никто тогда не верил, а я изначально оппозиционно настроенный человек, и я считаю, что тот образ там, да, Путина и вообще верхушки, которую я себе построил, как бы он соответствует действительности. И в моем представлении Путин спокойно мог развязать войну, и я не сомневался, что это будет. Поэтому 22 февраля для меня это, не сильным шоком было. Но я как бы понимал, что сейчас просто, это движ надолго, я не верил в то, что эта армия, с учетом того, как я там опыта срочки, что эта армия там за 3 дня кого-то возьмет и так далее, то есть это будет большая мясорубка, просто огромная большая мясорубка. Не могу сказать, что я на панике был и так далее. Первая моя мысль о том, что была как вообще из страны свалить. На тот момент я не мог себе этого позволить вообще никак, даже близко. Вот какой-то там вот такой парадигме до того, как меня самого призвали, я как-то жил, что как бы верил, что вот сейчас я где-то подзаработаю, да, и не буду к этим никак причастным. В какую-то там гражданский активизм я тоже не верил в тот момент, потому что просто в России это никто не развивал. То есть нету гражданской какой-то солидарности, эти институты все давно уничтожены в стране. Негативное отношение было, но не было никакого шока, и для меня это было не удивление.
Ну, мобилизовали меня достаточно интересно. В Москве, метро Академическая, меня просто остановила полиция. Посмотрели, пробили меня, сказали, что мне нужно ехать в Нижний Новгород за повесткой. Я их послал в Они обиделись, отвели меня в караульное помещение, положили мне в карман сверток с веществом. По их словам, там было 10 грамм мефедрона. Что там было, я не знаю. Пригласили понятых, оформили протокол досмотра и сказали, что, дружище, ты едешь в Нижний Новгород, либо мы даем ход этому документу. Соответственно, я приехал в Нижний Новгород, военного билета у меня не было, он был утерян, и у меня не было прописки в Нижнем, потому что я там не жил уже 12 лет на тот момент. Мне оформили прописку просто домой к какому-то мужику, сделали военный билет. Я сказал сразу, что стрелять в людей я не буду. Ну, как бы сказали, будешь электриком. Написали мне военно-учетную специальность, электрик силовых установок, ракетных войск и артиллерии, к которой я вообще не имел никакого отношения. Я поехал в учебке в Костроме. Просто пьянство и наркотики. То есть, как бы, первые дни проходили так у всех. Специальная подготовка военнослужащих толком не проводилась. 2 недели я был на стрельбище. Я не стрелял там. То есть нас пару раз гоняли на полигон. Не пару раз, даже больше, раз 5 нас гоняли на полигон. Мы туда шли, то есть самое забавное, что просто для отчетности. То есть мы приходили туда, там шел дождь холодный, у нас всех там форма какая-то советская. Ну, не то, что советская, но она там 3-го пошиба, я не помню, как это правильно называется. То есть она уже ношенная несколько раз до нас. То есть и ты в этой форме приходишь, под ледяным дождем стоишь, и люди, которые там потом через 2 недели прилетели, кажется, они туда приезжали уже все там с пневмонией, с бронхитами и так далее. То есть понятно, в каком состоянии туда приезжали. По поводу самих учений. Стрелять мы там не стреляли. Когда мы туда приходили, мы просто стояли, просто потому что для отчетности мы там должны быть все. Людей просто изначально, то есть, замучивали, грубо говоря. И все, лишь бы для отчетности. Единственное, что полезное было, это пару ребят, которые уже были, грубо говоря, ветеранами, после ранения приехали, они нам рассказывали и показывали, что такое мины, как они выглядят, ну, взрывчатые боеприпасы все, как пользоваться гранатами, и самое важное, ну, лично для меня, это медицина. То есть это было важно. Те, кто это не слушал, они там все 200 уже. Все остальное, подготовка, какое-то передвижение, боевое слаживание, стрельба, работа с коптером, антидроновая работа, как себя вести при том, ну, при том, когда на тебя там дроны условно охотятся. Всего этого не было. Не готовили никак. Я по приезду туда стал продолжать добиваться того, чтобы не служить в боевых подразделениях, и вышел на командира медицинской роты. Я не имею медицинского образования, но у меня очень много медиков в семье, и вообще медицина одна из интересующих меня тем. Очень много литературы по ней прочитано. Я смог себе выбить место в медроте на должности старшего медбрата-анестезиста. Работал в отделении анестезиологии и реанимации. Меня конкретно готовил просто, так скажем, человек, с которым мы подружились, подполковник-реаниматолог. И все. Пацанов не готовили никак. Пехота, ну они стояли часа по 4, по 5 просто под дождем на плацу. Чего-то ждали, потом расходились. Так происходило ежедневно. Никакой. По сути, подготовки не было. Стояние и стреляние, то есть по мишеням, что-то, какие-то там особые навыки никому не прививались, когда мы не учили этому. Чтобы обучить специалиста в таком ключе, допустим, штурмовом, там, или еще что-то, нужно, ну, как минимум 6 месяцев. Поначалу они вели себя очень тактично, и поначалу они очень опасались, потому что люди не видели боевых действий. Ну, многим командирам просто били лица. Как только мы переехали за ленту, они начали вести себя очень высокомерно, ну, совершенно по-другому, потому что там у них появился такой инструмент, как обнуление. Я могу сказать, что когда я приехал, ну, в армию РФ, да, ну, когда меня туда забрали, не я приехал, меня забрали, это важно. То есть их отношение это было как, ну, я не побоюсь этого слова, к работе какой-то. То есть не было какого-то, да, что там люди гибнут, еще что-то, таких даже близко категории не стояло. Отношение к войне было просто, ну, к работе, они за это деньги получают. Это что касается тыловых командиров, да, и так далее, которые вас распределяют. Как они относились к военнослужащим, вопрос уже другой, что ты для них мясо, ты для них. Зачем им думать о том вообще,
о твоих каких-то там потребностях, условно даже базовых. Зачем им думать о том, как тебя подготовить, зачем им думать о том, как ты обеспечен, если для них люди — это ресурс, который приезжает каждые 2-3 дня, который уезжает каждые 2-3 дня, и которых они больше никогда в жизни не видят. Какое у них может быть отношение? Как к мясу. Как относились к войне, как к бизнесу. А сослуживцы немножко по-другому были настроены. Надо понимать контингент, что есть разные группы в целом военнослужащих. Есть мобилизованные. Среди мобилизованных, ну, прямо никогда не говорится, скажем так. Я могу сказать, что то недовольство, которое они выражали, находясь в армии РФ, оно состояло там через призму того, что устали и хорошие уже. Да, но, опять же, в этом нарративе еще и наблюдалось там, как бы, а зачем мы вообще находимся и чем мы тут делаем. То есть такое, да, но давили они там на то, что все уже хорош, хватит. Второй тип военнослужащих — это те военнослужащие, которые приехали после того, как распался Вагнер, и начали сыпаться ЧВК остальные. То есть они и сейчас есть, но в разных меньших объемах. Там Ахмат до сих пор есть, что по факту тоже ЧВК. У ЧВК по-другому. ЧВК это вот они все ближе всего по отношению к войне, к командирам, которые были до этого там в Минобороне, то есть еще до начала войны. Для них это бизнес. То есть они занимаются, как правило, для них война — это бизнес, это деньги, и занимаются они, как правило, вообще на фронте и на войне криминальными всякими действиями. То есть вышибают деньги, там, наркотики, еще что-то там. То есть все, что связано с криминалом, это бывшие ЧВКшники в основном делают. Ну и зетки я туда же отношу. Они друг от друга недалеко ушли. Есть еще контрактники. Контрактники тоже такая история забавная. Что те контрактники, которые были в самом начале, это люди, которые приходили, тогда еще не платили таких денег, тогда еще не обещали столько всего. То есть это люди, которые реально приходили и верили, что они там с нацистами какими-то воюют. Но спустя, то есть когда там этот человек месяц-два, если он там прожил это время, что тоже как бы, ну, на самом деле достижение. Месяц-два, когда он там находится, он понимает, что когда он видит разрушенные дома, когда он видит, как относятся к командиру, что ты там для них не человек, там, как вообще это все происходит, с какими вообще лозунгами там выходит это все. Люди начинают отдуплять, ну, глубинно все начинают отдуплять, что эта война вообще просто за пирожок. Ну, то есть война, потому что какому-то деду просто захотелось вести движухи, как он говорит. Но прямо об этом мало кто говорит. Разные позиции есть. Это такая глубокая тема. Есть люди, которые осознанно, которые как-то в себе это примирили, да, что они за оккупационную армию воюют. И то есть их позиция заключается в том, что я вот сейчас отслужу. Да, меня мало волнует, что там на Украине, меня волнует там моя семья, мой дом, я отслужу, получу льготы, и там буду нормально жить. Есть люди, которые с пеной у рта доказывают, что во всех этих разрушенных домах везде жили нацисты и так далее. Но по ним сразу понятно, что они сразу в это не верят. Это нужно просто, они лишний раз себя успокаивают этим. Потому что для такого человека будет бумом узнать, что он нацист. Есть люди, которые понимают все и не хотят в этом участвовать и пытаются разными способами. Кто-то пытается законно, это сразу, то есть шанс того, что ты законно у тебя что-то получится, минимальный. И есть люди, которые, ну, то есть бегут как только можно. У нас, например, такой пример, что у нас в части перестали отпуска давать по причине того, что там 70% личного состава из отпусков не возвращалось вообще. Ну, то есть, как они к войне относятся, ну, понятное дело, что фигово. Ну, неважно, какие у них там причины, там, что они жить хотят, там, или какие-то идеи глубоко, но сам факт. Командиров вообще, по крайней мере, в нашем подразделении, которые собирали там в учебном центре, 2% только был боевой опыт. Кто участвовал там в Чеченской, где-то там, еще где-то там, в каких-то территориях был. Ну, не понимали, куда идут. Это были служащие, бывшие из МВД. Это были служащие из ФСИН, то есть, которые охраняли зоны. По стандарту все. Москва за нами и вперед все. Вот у них в таком ключе все было. Для них война что-то вот такое вот, романтическое. А я уже понимал, что я был участником второй чеченской кампании, я знал, что такое война, я знал, будут раненые, будут 200-е. Никакой романтики там нет. Будут трупы везде лежать. И командиры, да, у них была романтика в голове. Вести за собой там людей и так далее. Разговоры разные были. Во-первых, пришли люди идейные с мобилизацией, но это процентов, может, 10, которые верили в какую-то там мифическую победу, верили в то, что Путин все делает правильно. Были такие как бы товарищи, но у них изменилось мнение со временем.
Разговоры шли в основном, что у кого-то надо бежать. Это уже вот реально с самого начала войны это началось. То есть дезертировать это уже было как бы, ну, самый такой, какой бы острый вопрос стоял. Только как? Через госпиталь или еще как-нибудь. То есть уехать в отпуск. Ну, в таком ключе разговоры шли. О замене, о ротации шли в основном. Возможно, она будет, возможно, не будет. То есть, как бы, ну, оптимистические даже были, в каком-то ключе они были эти разговоры. Но те, кто понимал, вот как я, вот, допустим, понимал, что война приведет, ну, просто к Армагеддону, к какому-то там завершающему концу, но все понимали, кто вот, кого с кем я разговаривал, что блицкрига не будет. В любом случае, что война затяжная, что это большие жертвы. Бытовуха, по большей части. По большей части бытовуха, потому что если ты не рассказываешь какие-то бытовухи, не пытаешься разговаривать, там кто-то где-то какой-то кому-то там на телефон фильм перекинул, кто-то умудрился, идет война, там по тебе сутками стреляют, какие-то фильмы смотрят, кому-то пересказывают, это еще что-то. Потому что люди с ума банально сходят, если ты там даже неделю-две там не уделяешь там времени, да, какой-то психологии. Каждый по-своему пытался. Если ты этому времени не уделяешь, то ты просто, ну, можешь скрыться, типа, когда ты начинаешь наедине с этими мыслями оставаться, то есть это большая пытка. Но иногда все-таки проскальзывали разговоры там, в какие-то моменты, что, типа, вот когда у Путина, кстати, конференция была, забавная история, что все сидели, да, разговор такой, там, ну, скажу как есть, там, запикают, не запикают, ну, это собирается, говорит, демобилизовывать людей или нет. Ну, такие разговоры были. То есть часто типа усталость, пора заканчивать. Там разговоров о том, что вперед за победу и так далее, точно не было. Абсолютно. То есть все люди уставшие, все люди, которые хотят уехать, которым уже это нафиг ничего не надо, кто-то хочет жить, я не видел людей, которые прям реально топили за. Обычно или бытовуха, или какие-то там проблемы военнослужащих, и все проблемы военнослужащих сложились к тому, что нам пора заканчивать. Не всегда там есть время подумать о моральной позиции, потому что люди сосредоточены на своем выживании, либо как мы на выживании людей. То есть мы оказывали помощь же всем, в том числе гражданским, пленным, бойцам ВСУ нашим. У нас было много работы, нам некогда было думать о морали, мы спасали людей. Это вот касаемо начального периода моей службы. Снабжения вообще, по сути, не было никакого. Потому что все, что выдавалось в магазинах за свой счет. То есть мы покупали, заказывали там на Валберес, на Озоне, еще какой-нибудь Алиэкспресс. То есть включая бронежилетов, там касок, которые выдавались почему-то китайского образца, которые не подходили ни для чего. То есть ни размера, ничего. Все покупал за свой счет. Включая генераторы, лопаты, там топоры. То есть абсолютно все мелочи, включая аптечки. Во-первых, техника вся это 30 плюс лет, новых машин вообще не было, то есть мы не говорим даже о мотолыгах, не говорим о БМП, там, то есть я даже сужу там по обычным грузовым, по буханкам, то есть это все машины, которые в возрасте уже. Понятное дело, что они постоянно в ремонте нуждались и так далее, ремонтировали их, опять же, водило за свой счет. Что касается обмундирования, ну, на срочке я не то чтобы видел много там, да, из автомата я не стрелял, и автомат я там видел, по-моему, раз его там 74-го года, что ли, или 76-го, какой-то такой древний был, чистил, по-моему, раз. Собственно, в этом плане все, но техника сама устаревшая была уже. Это в тыловых войсках, по идее, где-то есть консервированная техника и так далее. А когда уже на войне был, то есть у нас, например, вообще не было техники. Ну, то есть вообще, в принципе, она должна была быть по штатке. Но у нас ее не было. Мы даже буханку скидывали, за свой счет покупаем. Но это что касается большого, да, ну, грубо говоря, большого обеспечения, это я называю, то есть там танки, вооружение и все такое. Есть еще малое обеспечение, это еда, форма, бронежилеты, боеприпасы и так далее. В этом случае патронов до жопа, но нет боеприпасов на минометы, нет боеприпасов на ПТУРы, это большой дефицит. То есть по факту там, где должны отработать были по приказу там, ну, условно, 10 раз, отрабатывали 3 только потому, что боеприпасы в один момент просто заканчиваться стали. Они в один момент, ну, в большом, короче, обилии были, а потом резко закончились. Вот резко, короче, нету их и все. По поводу малого обеспечения бронежилета и так далее. Бронежилет у меня был советский бронежилет, мне пришлось тратить свои личные деньги, чтобы покупать себе другой, потому что советский броник у меня весил 25 плюс килограмм на меня. Ну, что как бы с 25 килограммами, плюс автомат, плюс еще, ну, я медиком был, плюс еще полный пакет медицины, то есть там вся эта разгрузка и так далее, особо не побегаешь. Медицину всю я покупал за счет свой счет или за счет гуманитарки.
То есть все, что тебе из медицины давали, это промедол, и то, короче, его не выдавали. Должны выдавать были, но, скажем так, препарат наркотического действия, и командиры им по-другому распоряжались. Что касается там дронов, условно, дроны только сами покупали, только сами, никто не выделял ни от Минобороны, ну, очень редко получалось с гуманитарки. И как получается выходит, что все малое обеспечение, оно лежит на самих военнослужащих. Что они себе сами купят, скинутся, то и как бы то тем и будут пользоваться. Поэтому, ну, в плачевном состоянии, потому что когда у тебя оператор БПЛА, да, ты должен идти там эвакуацию людей эвакуировать, у тебя оператор БПЛА говорит, что у него птица села, типа он должен сбегать за птицей на минное поле. Ну, какое обеспечение? О чем вообще речь идет? Проблем не было с экипировкой и продовольствием, потому что их не было вообще. Мы все покупали за свои деньги, и в какой-то момент, когда мы оборудовали реанимацию за свои деньги, там порядка на 18 миллионов рублей, у нас был дефибриллятор переносной, ИВЛ, было все. К нам стал наведываться начмед армии, и в какой-то момент у нас конфисковали все оборудование, и нашу медицинскую роту расформировали, раскидали кого куда, и я поехал на курсы офицеров под угрозой обнуления. Я помню, первого раненого, которого я увидел, был еще вот как раз на этом стрельбище, там был паренек, 5 раз контуженный. Как он рассказывал, что он пришел туда там за веру, за царя, за отечество, а по итогу, ну то есть, это бесконечная штурма без обеспечения, то есть, если ты оттуда живой убьешь, то тебе повезло просто. Просто тебя на мясо гонят, потому что по приколу. Потому что на новостях передали, что какой-то населенный пункт уже взяли, а по факту там никого нет еще. И тебя просто бесконечно гонят. Вот впечатление у человека. Ой, много. Вот после того, как меня отучили на офицера, я отказывался же стрелять в людей. Мне верили мотострелковый взвод, я им отказался выдать боекомплект. И, соответственно, за нарушение приказа меня отправили в Зайцево, в пыточный подвал, 72 дня били током там и так далее. И потом отправили в штурмовой отряд одной из бригад Северо-Западного военного округа. На Купинском направлении мы были. Это Штормзе, там были зэки всякие, штрафники, по сути штрафбат. Я там организовывал эвакуацию на отрядном уровне. И вот там было много интересного. Например, за январь месяц подо мной сгорело там 5 буханок, 2 мотолыги, 4 водителя моих 200, 17 водителей моих инвалидизированы. Я сам получил несколько контузий, ранения. Вот. Один раз бронешлем на голове раскололся. Не знаю, самое яркое впечатление у меня осталось, вот оно глубоко в душу запало, когда, короче, парня не было возможности эвакуировать в госпиталь. Я его смог довести до нуля, плотно клали по дороге, не поехал я просто. Он пролежал без еды 8 дней, с оторванной кистью и с оторванными ступнями. Всю ночь просто я его, ну как птенца просто маленького с ложечки выкармливал, он плакал. Не знаю, почему-то мне вот больше всего это запало. Раненые на самом деле-то у них 2 состояния. Им либо очень плохо, либо как бы они на подъеме на адреналине от того, что сумели выжить и их сумели вытащить. Когда я попал в Старобельск, в госпиталь, там в основном были одни зетовцы, они были под охраной. То есть там без ног, без рук. И я услышал одного товарища, значит, там, который находился там в то время. Вот, говорит, меня подлечат, и я снова пойду в бой. Ну, были такие. К остальным, как бы я не подходил, особо не расспрашивал. Но я так понял, что они все в основном были. Это Клещеевка, это Бахмут, это, ну, такие направления, самые такие горячие были. Да постоянно. Ты постоянно находишься в стрессе. Когда тебя обстреливают, в любом случае человек получает стресс. Когда кассетки летят, когда в тебя мины летят. Когда ты полчаса прячешься в блиндаже, потому что по тебе просто танк отрабатывает. Или рядом грады работают. Так что постоянное давление. Когда ты находишься в 1,5 километрах от передовой, это... Ну и так как я был на фронте, непосредственно перед Киевом, у нас не было угроз тюрьмы, колонии, отсидки, потому что, чтобы тебя туда посадить, тебя должен куда-то кто-то привезти, а на передок за тобой никто не поедет. То есть все угрозы были, и все угрозы заключались в насильственном методе. То есть тебя либо обнулят, либо привяжут куда-то к дереву, там ночь простоишь под этим деревом, привязанная, там еще и птицы летают, ну то есть дроны. Выживешь, ты, скорее всего, обморозишься весь.
тебе что-нибудь ампутируют, или просто прибьют тебя на месте и объявят УБП без вести пропавшего. И никто даже заморачиваться не будет, даже труп твоей семьи не будет. Конкретно насилие, то есть заградотряды работают. То есть это прям посты, где сидит там 3 человека на расчет, там пулеметчик, 1 часовой и 1 там на рации сидит. То есть бежать, например, тоже не варит. Санкции специально есть командиры, то есть у командира всегда есть пару людей, которые не идут никуда в штурма и так далее, а взамен они просто как бы выполняют грязную работу. Кто-то в отказ пошел, они его взяли, там куда-то скрутили, посадили, все. Со всех там, да, если не хотели там показательно получить, то могли надеть там бронежилет, каску, там отойти метра на 3-4 и из пистолета в каску выстрелить. Ну это к слову о том, я сразу отвечу на вопрос, это к слову о продлевании контрактов, подписании контрактов. У нас были такие случаи, когда таким образом вынуждали людей контракты подписывать. А людей вынуждали. Мобиков заставляли подписывать контракты, например, чтобы показать, что они типа сами хотят воевать, что они за эту всю фигню, что они там ни силы их не держат и так далее. И в целом, потом, когда мобиков сильно сократилось количество мобилизованных, начали уже, когда жены мобилизованных и так далее, выходить, очень сильно не нравилось это командованию, и они пытались всех мобилизованных на контракт перевести. Что они типа сами там хотят. Конечно, как я уже говорил, меня пытали. Меня били током, поливали ледяной водой по несколько часов из шланга. Просто запинывали толпой. Это происходило, более месяца точно, каждый день. Каждый день. И, в принципе, часто бойцам угрожали обнулением в штормах. Пацаны стрелялись. То есть я многих упаковал по пакетам просто. Они, понимая, куда они приехали, выбирали застрелиться. Потому что мы работали на общей волне, на одной. И по радейкам часто было слышно, как люди, умирали по нескольку дней. Они просили откатиться разрешения, просили эвакуации, им не разрешали. Вот в штормах мы все понимали, что мы там сдохнем. Потому что большинство людей, попадающих туда, сразу объявлялось без вести пропавшими. Так и со мной произошло тоже. Были. Перед тем, как нас отправили под Клещеевку, под Бахмут, у нас, по-моему, сбежал 1 человек или 2. Их поймали спустя там месяц или 2 где-то на границе. Они попали просто в шторм отряды. То есть отряды отказников, куда всех отказников, дезертиров всех ссылали туда. То есть на обнуление. Все. Шторм — это билет в один конец. Отказники были, которые отказались выполнять приказ. Это было около 7 человек. Это и когда я уже попал в Светлодарск и сидел там. 7 человек с соседнего батальона, но они как бы земляки мои все. 7 человек. Что в итоге с ними стало, даже не знаю, но их таскали постоянно на допросы. Их возили по таким местам, типа Работино, Новолуганск, ИК-15, то есть это центр поднятия боевого духа, так называемый. В таком ключе все происходило. Да, это самострелы, это самоподрывы преимущественно были, у нас на передовой. Потому что другого варианта на самом деле не было. У меня получилось оттуда уехать, но нужно понимать, что я офицер, я командир взвода эвакуации, у меня было больше возможностей. У рядового солдата никакого варианта, кроме как затрехсотиться, нет. В моем подразделении не было ни одного дезертира, их привозили к нам, но они сразу обнулялись. Когда я изначально служил в реанимации, честно говоря, я думал, что, у меня получилось не стрелять в людей. Я многим помог, меня грели звонки родителей, жен, матерей, самих бойцов, которых я спас. Я думал, что я пойду в МЧС служить. Я не хотел связывать свою жизнь с армией, но я понимал, что я, спасаю жизни, у меня это получается, меня за это благодарят. Но потом я понял для себя, что им нужны мясники, им не нужны такие люди, как я. И после пыток, и после того, как меня кинули просто в штурма на убой, я понял, что общего с ними ничего иметь не хочу. Изначально мысли дезертировать, они с самого начала были, меня забрали на войну, я не сам туда пошел. Пытался с какими-то правозащитниками разговаривать, никто не отвечал, пытался там еще иными методами.
ничего не проходило. То есть ключевое там событие, когда ты решился дезертировать, попытки были, то есть я пытался узнавать маршруты заградов, ну не маршруты, а расположение заградотрядов. У нас были ребята, минеры-саперы, они много ходили по территории, пытался через них, но, короче, мне один парень обещал скинуть карты даже, где что находится, но его, короче, на следующий день 300-л. Ничего мне не скинул, то есть... Мысли и попытки были, а ключевым событием, когда у меня получилось возможность, это как раз я когда в госпиталь попал, я для себя возможность окно увидел и, собственно, и уехал. Да, наверное, уже через 4 месяца после того, как я уже там находился. Ну, финальным для меня стало, когда я 12 суток провел на передовой, и про меня просто забыли. То есть мне приходилось там прятаться, бегать кабанчиком по кустам, от дронов, от кассеток прятаться. То есть, ну, это уже стало все. Я уже тогда для себя твердо решил, что я еще не знал, каким способом я оттуда, но уже решил, что я уйду. В итоге получилось так, что я ушел через психиатрическую клинику. Просто вскрыл себе вены и все. Ну, мнение о войне какое? Не то, что я не хочу банальные вещи говорить о том, что там это плохо и так далее, это все понятно. Просто сама вообще концепция, ну, если мы смотрим на эту войну, что есть государство Украина независимое, есть Россия государство. Там в России сидит полный диктатор. Мужика не получилось поставить своих каких-то ставленников. Хотя он там рассказывает, что он вообще там геостратег, геополитик, самая страна-сосед, самая близкая страна. Они рассказывают, что какие-то американцы сидят. У мужика это не получилось, он решит, ну давайте наведем движуху, как выражается, и убьем несколько сотен тысяч людей. Ну как это отношение? Как дебилизм просто. Это даже не негативное отношение. Меня это нервирует. Это просто идиотизм. Самый натуральный. Идиотизм вообще во всем плане. И это все передается от этого солнцеликого идиота, передается все пониже стоящим командирам и военнослужащим и так далее. Потому что не все готовы с системой бороться. Кому-то проще в системе адаптироваться. Особенно если мы говорим там про военнослужащих, вообще, которых изначально воспитывают так, что ты есть приказ, есть команда, ты его выполняешь. Все, то есть это люди изначально так воспитаны. И этот дебилизм множится. У тебя армия просто дебилов, условно. Самое печальное, что в эту структуру еще попадают люди, которые не хотят там оказываться, но они туда попадают. И, ну, то есть, да всех жалко этих, не знаю, то есть, отношение как к большому циклу какому-то, очень грустному и неприятному. Вот мое отношение. Цели, Ваня, да никаких там целей нет. Суицидные штурмы. Никаких стратегических задач, никаких тактических задач там не выполняется. Все делается для галочки. Даже в госпиталях, я так понял, приезжал там какой-то прокурорский работник, они ведут статистику только убитых и раненых. А какие там задачи кто выполняет, вообще им все равно. Все это делается для начальства. То есть они отчитываются, что, допустим, данный пункт взят под их контроль, но на самом деле это не так. На самом деле туда группа за группой заводят людей, уничтожают, набирают новых и опять заводят. То есть это круговорот смерти просто и все. Там нет никаких задач. Там смерть кругом. Потому что когда уезжаешь, понимаешь, что там смертью пахнет, там трупами пахнет. Ты понимаешь, что там задача, умереть только, все. Когда людей на минные поля посылают, говорят, что там разминировано. Это, по сути, штрафбат. Это не армия. Мы все кому-то там что-то какому-то государству задолжали. Я не знаю, кому я там задолжал столько, чтобы потерять свою жизнь ради одного человека, который затеял войну. Поначалу я не понимал, как я уже говорил, для чего эта война вообще нужна. Сейчас цели этой войны, в принципе, ясны, потому что разделяй и властвуй. То есть, когда в государстве упадок, когда в государстве нет перспектив, надо замутить какую-то проблему. Чем хуже, тем лучше. Для того, чтобы у людей не было времени, не было возможности, знаете, как шоры у лошадей, туннельное вот это видение, короче. Чтобы они видели вот этот и не обращали внимания на детали, которые в долгосрочной перспективе важнее этой войны. Вот. Потому что фактически, новые эти территории нам не нужны. Я там был, там нет ничего. И там люди, которые Россию ненавидят. Они нормально относятся к русским. Они не хотят жить в России в большинстве своем. Даже когда закончится эта война, останется куча проблем. Я видел этих людей, то есть я бывал там на передовой в штурмовом отряде. Война — это проявитель, и среди нас, как среди всех людей, есть психопаты, да, вот, которые там насилуют и режут в парках. И вот
Те люди, которые никогда бы этого не сделали, там, ограничивались бы какими-то своими фантазиями, теперь, пройдя через это, выйдут и будут это делать. Еще 30% пацанов, которые просто, травмированы настолько, что, они не видят себя нигде, кроме войны. Если войны не будет, это будут ОПГ. Владимир Владимирович вот этим своим решением отнял кучу жизней, украинских, кучу жизней российских, и обрек страну еще лет на 15 полного после окончания этого всего. Грубо, наверное, даже и там по-быдляцки звучит, но максимально емко. Я их рот. Они меня пытали. Что я могу о них хорошего сказать? Ничего. Я надеюсь, что те, кто не умрет сейчас, командир штурмового отряда, куда меня сослали на текущий момент 200, я надеюсь, что, они страданут на гражданке, их догонят. И почему-то мне кажется, что так и будет, их будут убивать. Их будут убивать пацаны, их будут убивать родственники погибших, не считая карму. Это даже мы еще не дошли до каких-то там кармических моментов. Это просто то, что будет по факту. Я надеюсь, это, будет уроком для будущих поколений. Потому что, своему получается. На войну вообще было глупо начинать. То, может, только шизофреник, наверное, действительно. Больной человек, у которого нет ни принципов, ни морали, абсолютно ничего. Мнение поменялось у меня еще с чеченской, что жизнь вообще, бесценна. И не стоит там ради денег идти там убивать кого-то в другом государстве, хотя это все подписывает по то, что защита Родины там и так далее, как у нас висят там, допустим, баннеры какие-то там, и пропаганда кричит на всех. Это чушь. Полная чушь. Страну начали разваливать 30 лет назад, когда нет ни заводов, нет ни производства, нет ничего абсолютно. Даже образование с наукой, медициной все позабирали. Ради чего воевать? Ради кого? Ради 10-15 человек, которые рулят страной? Я считаю, что это преступники ОПГ. Самые натуральные. И сейчас военные ФСБ получили полный карт-бланш благодаря этой войне. Они устраивают репрессии, похищения, убийства. Так что самое главное, нет войне. А на весь этот счет, да еб всех. Просто. С их войной. Вот такая моя позиция. Не бойтесь, сваливайте. И так умрете. Свалите надежнее, чем не свалить. Это не так рисково. Не кажется, что сейчас где-то заградотряды, еще что-то там и так далее. Намного опаснее идти в штурм. Надо, идите ночью лесами, там, берите на ближайшее город такси, там, и платите на лапу левыми путями. То есть найти можно вариант как. Не бойтесь просто и все. Если вы уже где-то в госпитале или в отпусках, не возвращайтесь обратно. У вас просто, двухсотник, а за что вы там двухсотнитесь? За что, зачем? Я, конечно, не призываю никого, но не призываю, но если вам своя жизнь дорога, лучше сделайте что-то полезное. А тем, кому дорога, не бойтесь. Просто дезертируйте. Будьте живы.